Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители нашего видеокурса, посвященного интереснейшей технологии струйной цементации грунтов. Сегодня у нас будет первая лекция, где мы уже перейдем к металлу, то есть от каких-то графиков, фраз, рисунков, хотя и сегодня тоже будут рисунки на доске, формул. Мы перейдем уже к железу, то, которое и определяет успех этой технологии. И сегодня наша лекция будет посвящена типам струйной цементации грунтов. Я бы даже более правильно сказал, это режимы струйной цементации грунтов. Их существует 3. Но в последнее время я всегда добавляю, что их существует 3 с маленьким хвостиком. Но вот этот хвостик мы будем отдельно рассматривать на отдельных лекциях. Я думаю, что вот этот хвостик, он, наверное, по своей значимости иногда уже закрывает какие-то основные режимы струйной цементации по своей значимости, по эффективности, по решению своих собственных задач. Но об этом позже. Это мы оставим на десерт, на следующую, на послеследующую лекцию. Сегодня мы поговорим о 3 классических, о 3 основных режимах струйной цементации грунтов. Это у нас, внимание, однокомпонентная технология струйной цементации, двухкомпонентная технология струйной цементации и трехкомпонентная технология струйной цементации грунтов. Ну, казалось бы, вот оно все очень просто. Режим номер 1 однокомпонентная, режим номер 2 двухкомпонентная, режим номер 3 трехкомпонентная. Логика существует между цифрой и названием. И так как говорить однокомпонентное, двухкомпонентное, это все достаточно непросто, точнее не мы, а многие инженеры во всем земном шаре, да, они вот уже как-то пришли к более сокращенным красивым названиям. И такое название, которое вот вышло откуда-то из недр инженерного сообщества, это название JET1, JET2, JET3. JET это струя, а 1 обозначает либо номер, либо, как вы теперь уже понимаете, количество компонент, которые участвуют в технологии струйной цементации грунтов. Итак, мы перейдем к первой технологии, это однокомпонентная технология, технология с более коротким названием, технология JET1. В чем сущность этой технологии? Сущность основная заключается в том, что грунт мы разрушаем струей цементного раствора. И вот цементный раствор – это та единственная технология, та единственная компонента, которая используется в этой технологии. Итак, я повторяю. Однокомпонентная технология использует в своем технологическом процессе одну компоненту. И вот этой одной единственной компонентой является цементный раствор. Вообще говоря, когда мы произносим термин цементный раствор или струя цементного раствора, то на самом деле мы показываем свою абсолютнейшую безграмотность. Это небольшое лирическое отступление от темы. Но тем не менее мы должны охватить и вот эту терминологию в том числе. Значит, цемент у нас не растворяется в воде. Как известно, как, например, соль растворяется в воде или сахар в стакане с чаем. А цемент у нас взвешивается в воде. И вот эта взвесь цемента, мельчайших частиц цемента или зерен цемента, как говорят, в жидкости, в данном случае в воде, именно вот эта механическая взвесь, которая отличается тем, что цементные частицы равномерно распределяются по объему и удерживаются в этом состоянии какое-то время, вот эта взвесь и называется правильно суспензией. Поэтому на самом деле правильно говорить цементно-водная суспензия, а не цементный раствор. Но как только мы перейдем на правильную терминологию, так мы сразу получим огромное количество вопросов. Как измерять, как контролировать свойства цементно-водной суспензии, как контролировать свойства цементного раствора, знают все. Это написано и во множестве нормативных документов. А как контролировать свойства цементно-водной суспензии, нигде не написано. И вот поэтому мы и не будем произносить правильные термины, а перейдем к безграмотному, но абсолютно, так сказать, распространенному и уже, по сути, утвержденному этому термину, еще раз повторяю, хотя он неправилен, уже в нормативных документах. Итак, повторяю, цементный раствор – это единственная компонента, которая присутствует в этой технологии под названием JET1. Значит, у нас есть, мы с вами говорили в лекции, что как раз вот струя цементного раствора формируется в форсунках, и в этой форсунке происходит как раз вот это чудо преобразования потенциальной энергии давления высоконапорного насоса в кинетическую энергию водной, в данном случае цементной струи или струи цементного раствора. Итак, значит, форсунку надо, понятно, что мы ее держим не в руках, мы ее должны куда-то вкрутить. И мы ее вкручиваем в устройство, которое называется монитор. Монитор по-русски монитор, и по-латынски, и по-английски, и по-французски, это хорошее слово, но как слышится, так и пишется, это монитор. Вот как раз на столе стоят вот эти устройства, которые носят название монитор. Монитор и на английском, и на французском, и на русском языке, как слышится, так и пишется, легко запоминается и имеет достаточно простой вид. Вообще монитор — это
ну, как мы видим, это просто толстостенный цилиндр. Конечно, у него есть резьба сверху, снизу, посредством которой он прикручивается к низу буровой колонны, а в монитор уже непосредственно вставляется форсунка. И ну, вот сначала мы нарисуем на схеме, а потом это все покажем, как это все существует на практике. Итак, у нас есть какой-то толстостенный цилиндр, и в него вкручивается форсунка. Сюда под давлением у нас подается цементный раствор, который нагнетается через буровую колонну с помощью высоконапорного насоса. И в дальнейшем он у нас выходит через эту форсунку в виде некоторой струи. Вот технология JET1. Она очень простая, и вот ее простота это как раз является ее преимуществом. То есть у нас есть просто штанга, которая представляет из себя, конечно, специальные трубы, тоже с замками, с резьбами, на конце которой, еще раз повторяю, подвешены. И мы сейчас оператора попросим показать вот как раз эти мониторы. Вот первый монитор, который я хотел бы обратить ваше внимание, это монитор диаметром 73 мм. И он как раз используется для буровых снарядов диаметром 73 мм. Ну, мы как раз попросим, чтобы нам оператор показал внутри, что это действительно толстостенный цилиндр. Он имеет вверху и внизу резьбы, дальше у него полость, по которой проходит цементный раствор, и непосредственно форсунки, которые в него вкручиваются. Другой монитор, это монитор, еще раз говорю, это вот наиболее популярный, наиболее стандартный, я бы даже сказал, монитор. Это так называемый 89-я труба, которая используется для штанг 89 мм. Но конструкция вся та же самая, тоже толстостенный цилиндр, тоже мы имеем одну полость, вкручиваются форсунки, и через форсунки у нас истекает струя цементного раствора. И вот уже наибольший монитор для большего бурового снаряда, диаметр 114 мм. Он имеет точно такую же конструкцию, точно так же это толстостенный цилиндр, в который вкручиваются форсунки. Причем, как мы видим, на этих мониторах разное количество форсунок. Может быть 2 форсунки, в данном случае 4 здесь. Вот 2 здесь, да. Вот может быть монитор с 2 форсунками, может быть монитор с 4 форсунками, может быть монитор тут с 8 форсунками. Вот это все мониторы JET1, которые как раз с помощью которых и реализуется технология струйной цементации грунта. Итак, я повторю. Технология JET1, вот она на нашей схеме, или вот она на рисунке. То же самое, у нас есть какой-то монитор, схематично показан, из него истекает струя цементного раствора через форсунки. Внизу монитора стоит какое-то буровое долото. Итак, это технология, которая использует только одну компоненту, и этой компонентой является цементный раствор. Ну а теперь мы перейдем к технологии JET2, то есть двухкомпонентной технологии. Ну, судя из названия, наверное, должен уже присутствовать второй компонент. И вот с таким вторым компонентом, первым компонентом, прошу прощения, является точно так же цементный раствор. Он, кстати, во всех технологиях присутствует. Ну, понятно, цементация без цементного раствора невозможна. А вторым компонентом является сжатый воздух. И вот теперь мы должны еще подать сжатый. Зачем мы подаем сжатый воздух? Зачем мы его используем в этой технологии? Ну, дальше идет, нужно бы долго рассказывать о какой-то теории струй, но я ограничусь буквально несколькими предложениями. Вот где-то в начале наших видеофильмов вы часто видите вот эту струю воды, которую мы так вот показываем ее красиво, как она вылетает из монитора, там обрызгивает, так сказать, обливая все окружающее буровика пространство. На самом деле это струя на открытом пространстве. А когда мы работаем под землей или работаем ниже уровня грунтовых вод, то у нас струя всегда находится в затопленном состоянии. Она не так далеко вылетает, как это красиво она смотрится на картинке. Ее вылет, как мы дальше будем говорить, он всего лишь составляет, в данном случае, он всего составляет 30, 40, 50 сантиметров. Вот для технологии JET1 это, как правило, бывает пределом. Мы тоже будем подробно говорить, как диаметры, там, и каких технологиях они. И, конечно, любому проектировщику всегда хочется, чтобы у нас свая получалась как можно больше. Чтобы она не была, там, если на 30 сантиметров вылетает, то условно там, это будет 600 миллиметров, это будет диаметр, или 700 миллиметров. А проектировщику хочется нарисовать метр, 1,5, 2, лучше еще и 3 метра. Потому что чем больше мы рисуем диаметр, тем понятно, тем меньше мы бурим, обрабатывая большее пространство из одной точки. То есть в этом и есть производительность труда, в этом и есть как бы получение какой-то определенной прибыли. Вот поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы увеличить диаметр. И вот первым решением, как можно увеличить диаметр, самым простым решением, которое просто лежало в свое время на бумаге, как говорят, на столе, это было решение сделать двухкомпонентную технологию, и для этого надо было подпустить к струе вторую компоненту. Это можно сделать, если мы
Сделаем монитор, состоящий из двух цилиндров. Из внешнего цилиндра и из внутреннего цилиндра. И если мы по внутреннему цилиндру, как и в технологии JET1, пропустим цементный раствор, а по технологии G2 мы поставим сюда вторую форсунку, и вот в этом пространстве мы пустим воздух. Вот здесь будет идти сжатый воздух. И стрелочками нарисуем, что он идет и поворачивается, и вылетает в виде, окружая основную струю, в виде некоторой воздушной рубашки. И как только наша утопленная струя получит какую-то рубашку, которая уменьшает трение основной струи по грунту, так наша струя сразу имеет гораздо больший вылет. Мы уменьшили боковое трение, и струя увеличивается. Причем увеличивается очень серьезно. То есть, если бы я уже сказал, для технологии JET1 это там, 300-400 максимум радиус вылета или длина вылета струи составляет максимум 500 миллиметров. Ну, больше я просто в собственной практике никогда не видел. Может быть, кто-то и делал, но мне будет интересно, если кто-то расскажет. То для технологии G2 уже можно получать вылет струи 1000 миллиметров, 1500 миллиметров, то есть диаметр 3. За рубежом, там, где эта технология появлялась она в Англии, как мы говорим, там, в Японии, в Италии, то в этих странах диаметры, особенно в Японии, Япония рекордсмен по всем диаметрам, они сегодня достигают уже 9 метров. То есть вот буровая установка, да, дает диаметры с одной точки 9 метров сваи. То есть это, конечно, те рекорды, которым нам еще идти. Но об этом в следующий раз, и мы будем отдельно говорить о диаметрах, зачем они нужны, зачем нужны такие большие диаметры, какие задачи решаются, нужны ли они вообще эти диаметры и так далее. Итак, если преимущество технологии JET1 заключалось просто в простоте этой технологии, да, простота инструмента, цилиндр, все, дали давление, получили прекрасный результат, то в технологии G2 мы уже имеем более сложную конструкцию мониторов, и сейчас мы тоже оператора попросим показать. Внешне эти мониторы примерно так же выглядят, как и мониторы JET1, но у них уже стоят форсунки, уже интересно, вот мы так поближе поднесем камеру и покажем, что в данном случае у нас есть внутренняя форсунка, которая точно такая же, как форсунка для технологии JET1, и еще есть наружная форсунка, и между ними есть кольцевой зазор. Вот если внимательно посмотреть, там есть небольшой кольцевой зазор, из которого как раз вылетает эта кольцевая струя воздуха, и она отсекает. Вот в данном случае мы еще можем рассмотреть более подробно форсунка, из которой выходит струя цементного раствора, и воздушная форсунка, которая вот находится в таком состоянии в мониторе. Точно так же они снимаются. Снимается сначала одна, а затем выкручивается и вторая форсунка. Итак, вот еще раз посмотрим. Внутренняя форсунка, по которой идет струя цементного раствора, и наружная форсунка. Через кольцевой зазор между двумя форсунками выходит струя сжатого воздуха. Струя сжатого воздуха, которая, еще раз повторяю, играет роль определенной рубашки, отсекающей струю от грунта, снижающей трение и, соответственно, резко увеличивающей вылет. Итак, преимущество технологии – это существенное возрастание вылета струи, недостаток – более сложный инструмент, более сложный буровой инструмент. А вы должны понимать, что все мониторы это вообще изнашиваемый инструмент, да, и, соответственно, если он тоже трется в грунте, там ходит в воздухе, мы тоже об этом потом как-нибудь более подробно посвятим лекцию. И нужно понимать, что это чем более сложный монитор, тем он более дорогостоящий, и надо его расписывать уже на погодные метры и понимать. Кроме того, раз у нас монитор имеет два цилиндра, что каждый монитор имеет наружный цилиндр и имеет внутренний цилиндр. По внутреннему цилиндру идет цементный раствор, а по наружному цилиндру, то есть точнее сказать, по кольцевому зазору между наружным и внутренним цилиндром идет сжатый воздух. Точно так же и в другой. Разные конструкции мониторов, они по-разному могут быть устроены, но принцип везде один. Есть внутреннее отверстие, внутренняя труба, по которой идет цементный раствор, и наружный кольцевой зазор между наружным и внутренним цилиндрами.
Точно так же, раз мы имеем двойную конструкцию мониторов, то мы, соответственно, должны иметь двойную конструкцию и буровых штанг. То есть у нас штанги тоже имеют две штанги, одна внутри другой, такое коаксиальное соединение, коаксиальная конструкция двух цилиндров. Вот. А это все, конечно, безусловно приводит, не забываем, что все это находится под давлением до 500 атмосфер, все это, как правило, имеет какие-то крутящие моменты, которые все время, вот эти все ребы претерпевают огромную нагрузку, и все это, конечно, дает тот результат, что это все должно быть сделано качественно, из хорошей стали, с хорошей термообработкой, с хорошими точными размерами и так далее. Любая какая-то нестыковка, любой какой-то небольшой брак, неправильность, ошибка проектировщика, конструктора, технолога, все это приводит к разрушению монитора, обрыву снарядов на месте и, конечно, потери не только временных, но и денежных средств. Вот технология G2. Еще раз повторю, и мы это даже запишем с вами, что в технологии G2, вот у нас уже будет такая схема. Есть две компоненты. Первое — это цементный раствор, как и в первой технологии цементный раствор. И второе — воздух. Воздух, в скобках напишем, который подается в сжатом состоянии. Вот и здесь на схеме точно так же нарисовано. Внутренний монитор дает нам цементный раствор, наружный монитор дает нам струю воздуха. Все, с технологией G2 все. И третья основная технология — это технология G3, технология, которая использует три компоненты. Технология G3 или трехкомпонентная цементация грунта. Ну, судя из названия, должно быть три компоненты. Вот в данном случае интересно, что мы используем идею технологии G2, только вот эта внутренняя струя — это струя не цементного раствора, а струя просто воды. То есть в данном случае грунт разрушается струей воды. И в этом случае мы на разрушение грунта не тратим дорогостоящий материал цемент, а разрушаем его, еще раз повторяю, с помощью воды. Вот это у нас вода. Точно так же он остается воздух. Итак, первая компонента — это вода, которая выходит у нас из внутренней форсунки. Второй компонентой является сжатый воздух, который играет точно такую же роль, как он играл технологии, во второй технологии, то есть он отсекает струю от грунта, тем самым дает вылет этого, и у нас в результате получается с вами грунтоцементная колонна. И цементный раствор подается через третью, то есть третья компонента подается через третью трубу, которую помещают, ну, в данном случае я нарисовал, ее помещают вовнутрь. Дальше там, конечно, какие-то переходы могут быть, там долоте, там это уже техника исполнения. Вот отсюда у нас истекает третья компонента, это цементный раствор. Это у нас цементный раствор. То есть мы с помощью воды, с помощью водной струи разрушаем грунт, при этом не тратим, еще раз повторяю, не тратим цементный раствор, не тратим цемент. Мы разрушаем грунт, поднимаем монитор, буровой снаряд вместе с монитором, и то пространство, которое у нас получается, мы заполняем чистым цементным раствором. То есть в данном случае, ну и вот это все пространство, так у меня получился такой рисунок красивый, то есть мы все это пространство заполняем цементным раствором. То есть в данном случае, так если мы еще можем сказать, что цементный раствор у нас может быть более высокой плотности, то есть мы там будем говорить о водоцементных отношениях, но если мы возьмем так, тяжелый там, с ВЦ 0,5, 0,4, 0,6, то он еще может поднимать, выталкивать над собой, так сказать, весь грунт с водой, и мы дальше будем получать сваю из чистого цементного раствора. В данном случае везде есть такое понятие, как пульпа. Если в первом случае пульпа у нас представляет из себя цементный раствор и грунт, во втором случае это будет то же самое цементный раствор и грунт, то в третьем случае пульпа будет представлять из себя только чистый грунт, который можно утилизовать гораздо проще, чем утилизовать цементно-грунтовую пульпу. А весь цемент будет полностью идти на заполнение грунтоцементной колонны. Ну вот из этой третьей технологии тоже преимущества и недостатки следуют из ее описания.
Преимуществом является что? Огромнейшая экономия цементного раствора. То есть цементный раствор не выходит на поверхность в виде пульпы, которую мы потом вывозим на специальные полигоны. В лучшем случае как-то можем утилизовать в основании каких-то дорог, там, делать что-то, какие-то отсыпки, ну и так далее, как вспомогательный инертный материал использовать в дорожном или строительстве, или при планировке. Но это редко получается. Чаще всего его просто вывозят куда-то на свалку или на специально отведенный полигон. Это в этих технологиях. А в данном случае у нас весь цементный раствор идет на формирование непосредственно самого тела сваи. Вот это самое главное преимущество. То есть весь цемент мы не тратим, мы не разрушаем грунт, окружающий грунт цемента, мы его разрушаем водой. А цементом мы только заполняем пространство. Ну и отсюда как-то сразу возникает первый такой вопрос. Почему-то все вот как-то считают, что чем больше номер технологий, тем больше будет диаметр грунтоцементной колонны. Вот теперь вы понимаете, что это не так. Что диаметр технологии G2 и диаметр технологии G3 они будут практически одинаковыми. И мало того, диаметр, при всех одинаковых параметрах давления, нагнетания, ну, предположим, взяли там 400 атмосфер, 400 бар или 40 МПА, кому какая больше единица измерения нравится. Значит, вот мы взяли одно и то же давление, взяли один и тот же расход, хотя это не совсем так, мы потом дальше будем говорить, но примерно это будет, примерно одно и то же. Вот. Но в этом случае, как вы помните, энергия разрушения это есть не что иное, как mv квадрат, деленное пополам. m это масса, а масса она связана с плотностью. Плотность цементного раствора как минимум в 1,5 раза выше, чем плотность воды. То есть при всех одинаковых параметрах плотность цементного раствора у нас выше струи, чем выше, чем плотность воды, а соответственно энергия mv квадрат пополам будет тоже приблизительно в 1,5 раза выше. То есть диаметр при технологии G2, как ни странно, может оказаться больше, чем при технологии G3. Но еще раз повторяю, технология G3 при всех остальных одинаковых параметрах, но при этом в технологии G3 мы экономим цемент, и мы не выбрасываем его в виде пульпы на поверхность. Вот это огромное преимущество этой технологии. А что является недостатком? Недостатком является одно – это сложность системы. На столе у меня нет монитора G3 по одной простой причине. Наше предприятие эту технологию не применяет в своей деятельности. Вот в связи именно с этим, в связи с высокой сложностью этой технологии. Чем сложнее технология, тем, как мы все прекрасно знаем, особенно это знают механики предприятий, тем более неустойчивой является вся механическая система, работающая на эту технологию. То есть в данном случае мы должны использовать один насос, который у нас качает воду, мы должны использовать компрессор, который качает нам и подает сжатый воздух, и мы должны использовать еще третий насос, который будет подавать чистый цементный раствор. То есть у нас два насоса используются в один момент и компрессор, и стоит только какой-то одной из линий где-то там засориться, сломаться, остановиться, что-то закончилось и так далее, как сразу весь этот комплекс перестает работать. Вот поэтому чем более сложная система, тем более она неустойчива в своей работе. Вот именно по этой причине очень многие предприятия даже не переходят к технологии G3. Мало того, в России, страну, которую я представляю, эта технология по моей информации не использовалась никогда и нигде. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Если я ошибаюсь, и кто-то мне напишет и позвонит и скажет, мне будет просто очень интересно, еще раз повторяю, поговорить и с этим человеком, узнать, какие результаты они получили. Я знаю, были попытки внедрения этой технологии, я знаю продавцов, которые бегали с этим инструментом, вот купите, вы сейчас получите, вы будете экономить цемент. Но как только люди узнают, сколько стоит буровой снаряд, а ведь это уже 3 штанги должны быть, не 2, как технология G2, а 3 уже штанги, 1, 2, 3. То если мы имеем уже с вами 3 штанги, и мы имеем уже с вами, потом будем говорить, и 3 вертлюга, 1 цементный, 1 водяной и 1 воздушный, 3 вертлюга, 3 шланга, 3 оборудования, 3 единицы оборудования, все вот это все вкупе, все это в сложности, это все приводит к тому, что стоимость погонного метра резко возрастает с технологией G2. А разница при этом не сверх какая-то большая. Ну вот, пожалуй, мое введение вот просто в название, в режимы технологии мы на этом сегодня закончим и ждем вас на следующих лекциях. До свидания.